Многие считают Землю самой обычной планетой среди миллиардов миров во Вселенной. Но на самом деле именно она остается одной из самых странных космических загадок. По всем известным законам формирования планет вода здесь почти не должна была сохраниться, потому что Земля расположена слишком близко к Солнцу, в горячей внутренней области Солнечной системы, где любая влага обязана была испариться еще на ранних этапах рождения мира. Но произошло нечто невероятное. Вода не исчезла. Океаны остались на поверхности, словно сама Вселенная нарушила собственные правила и создала исключение там, где его быть не могло. Именно поэтому ученые все чаще называют Землю настоящей космической аномалией, заставляющей пересматривать привычное понимание того, как рождаются планеты. И чем больше открытий совершается, тем сильнее ощущение, что наша планета — это редчайшее исключение среди бесконечного космоса. Все становится еще загадочнее, когда понимаешь, что Земля — настоящий водный парадокс. Более 70% ее поверхности покрыта водой, и среди всех известных миров только здесь она одновременно существует сразу в 3 состояниях: в виде жидких океанов и рек, в форме льда, на полюсах и в ледниках, а также как водяной пар в атмосфере, который непрерывно управляет погодой, облаками и климатом. Именно вода превратила безжизненную раскаленную планету в мир, где появились жизнь, атмосфера и биологическая эволюция. Но ранняя Земля совсем не напоминала голубую планету, знакомую нам сегодня. Около 4,5 миллиардов лет назад это был раскаленный шар из магмы и расплавленного камня. Поверхность кипела. Вулканы бесконечно выбрасывали лаву, а температура была настолько высокой, что любая вода мгновенно превращалась бы в пар. Никаких океанов, облаков или дождей тогда не существовало. Только огонь, расплавленные породы и хаос рождения нового мира. И именно поэтому появление воды на Земле кажется почти невозможным событием. Затем произошла одна из самых страшных катастроф в истории Солнечной системы. В молодую Землю врезалась огромная протопланета, которую ученые называют Фаэтой. По размерам она напоминала Марс, а сила столкновения была настолько колоссальной, что поверхность Земли практически расплавилась заново. В космос были выброшены миллиарды тонн раскаленных обломков, из которых позже сформировалась Луна. После этого столкновения Земля снова превратилась в пылающий мир, без океанов и привычной атмосферы. Если вода существовала раньше, она должна была окончательно исчезнуть. Но главный парадокс заключается в том, что спустя миллионы лет океаны все равно появились снова. Позже Солнечная система вошла в один из самых хаотичных периодов своего существования – эпоху Великой космической бомбардировки. Землю миллионами лет атаковали астероиды и ледяные тела, постоянно изменяя ее поверхность. Долгое время ученые были уверены, что именно кометы принесли на Землю воду. Эта теория выглядела почти идеальной, пока исследования не показали, что химический состав воды в кометах отличается от земного. Тогда внимание исследователей переключилось на древние углеродистые астероиды, внутри которых скрывались минералы с молекулами воды. Возможно, именно миллионы таких столкновений постепенно наполнили Землю влагой. Но со временем появилась еще более удивительная теория. Современные исследования все чаще показывают, что вода могла находиться внутри Земли с самого момента ее рождения. Она была скрыта глубоко в минералах и породах, из которых формировалась планета миллиарды лет назад. Настоящим шоком для науки стало обнаружение минерала рингвудита внутри древнего алмаза, поднятого из глубин мантии. Внутри его структуры были найдены молекулы воды, запертые под чудовищным давлением. Это открытие означает, что под поверхностью Земли могут существовать гигантские скрытые резервуары воды, возможно, даже превышающие объем всех современных океанов. Получается, вода — это не просто часть поверхности планеты, а элемент самой внутренней структуры Земли. Когда недра начали постепенно остывать, вулканы выбрасывали в атмосферу колоссальные объемы водяного пара. Со временем этот пар охлаждался и превращался в бесконечные ливни, которые могли продолжаться миллионы лет подряд. Именно так формировались первые океаны. Но ранняя Земля все еще не напоминала современный мир. Ее воды были темными,
насыщенными железом, минералами и вулканическими соединениями. Планета выглядела как огромный бушующий океан с редкими вулканическими островами среди бескрайней воды. Постепенно вода начала участвовать в создании атмосферы, разрушении горных пород и образовании соленых морей. Со временем Земля превратилась в сложную систему непрерывного водного цикла, где вода постоянно движется между океанами, атмосферой и глубинами планеты. Именно благодаря этому механизму существует тектоника плит, движение континентов и стабильный климат. Без воды Земля могла бы превратиться в мертвый раскаленный мир, похожий на Венеру. Но самое удивительное скрывается в самой природе воды. По законам химии, при земных температурах она вообще должна была бы существовать в виде газа. Однако уникальные водородные связи позволяют ей оставаться жидкостью. Еще более необычно ведет себя лед. В отличие от большинства веществ, он легче воды и поэтому не тонет. Благодаря этому озера и океаны не замерзают полностью до дна, сохраняя условия для существования жизни. Именно эти странные свойства сделали Землю живой планетой. И чем глубже ученые изучают происхождение воды, тем удивительнее становится один факт. Каждая капля воды на Земле старше самой планеты. Молекулы воды появились еще до рождения Солнечной системы, внутри древних звезд и гигантских космических облаков. Получается, вода в обычном стакане может быть древнее океанов, материков и самой Земли. Эти молекулы прошли через миллиарды лет космической истории, прежде чем оказаться здесь. И, возможно, именно вода остается самым древним путешественником во всей Вселенной, соединяющим прошлое, настоящее и будущее в одном бесконечном движении материи.